Всем здравствуйте! Сегодня я буду э, рассказывать, показывать, как я нарисовала этого кита. Мы будем рисовать смачиванием с двух сторон. Я очень тщательно пытаюсь промазать, промочить, втереть эту влагу, собственно говоря, в одну сторону листа, потом вторую. Это в данном случае у меня флейт с белкой 50 миллиметров. Ой, это не белка, простите меня, это чернобурка. Чернобурая лиса, она также очень много берет воды, как белка, вот, но стоит несколько дешевле. То есть, допустим, такой флейц я заказывала за 600 рублей. Удобен он или нет, не знаю. Наверное, если бы мне дали попользоваться вот таким флейцем и козой подобного же размера, я бы, наверное, козу выбрала, если честно, потому что, да, она, может быть, и меньше воды берет, но окунуть лишний раз флейц в баночку не составляет сложности. Вот, но коза, она все-таки более управляемая, чем, вот, собственно говоря, чернобурая лиса. Собственно, мы дошли до второй стороны. В данном случае у меня уже рисунок готов. Я нанесла немножко маскирующей жидкости на зону, где у нас будет просвечивать небо через воду. Один плавник просто себе для удобства замазала, чтобы с фоном не иметь проблем. Ну и чуть-чуть на морде одно белое место замазала в избежание того, что могу просто там испачкать. В общем, облегчила себе жизнь. Значит, сейчас я пытаюсь высушить зону просвечивающего неба и самого кита. То есть мне нужно будет оставить мокрой только ту зону, которая будет заливаться таким густым синим тоном. Это у меня будет прусский синий. Вот, и кое-где серая пейна. Значит, я высушила зону кита и зону неба просвечивающего и немножечко домачиваю поверхность, потому что, естественно, она не четко высохла. Она высохла, как сказать, везде, где могла. И, соответственно, мы немножко домачиваем. При этом мы, даже обходя вот аккуратно кита мокрой кистью и прочее, у нас при заливке уже не будет туда затекать пигмент, и будет очень удобно. То есть совершенно полное ощущение, что мы рисуем как при смачивании с одной стороны. То есть очень-очень действительно удобно. Но при этом наша заливка, которая вот сейчас смочена, фактически будет с двух сторон, она будет очень долго сохнуть. И у нас будет просто очень много времени, чтобы все сделать, чтобы все это было равномерно. Значит, верхний кусочек неба я чуть-чуть домачиваю, не касаясь нижнего куска, просто чтобы он не подсыхал и не отслаивался, чтобы его потом было удобнее домочить. Вот. Ну, естественно, нужно как следует везде промочить еще раз. Вот. Не умею я еще пока как профессионалы быстро, четко и по делу. Поэтому смотрим за моими потугами. Вероятно, я сейчас намешиваю пигмент. Фактически у меня пигмент будет из тубы. Прям вот что называется густой-густой. Сначала, наверное, я еще взяла индиго. Да, это индиго. Индиго в данном случае у меня был в кювете, поэтому там была задержка по времени, я его немножко размачивала. Сейчас уже присоединился прусский синий. Прусский синий, если интересно, это Рембрандт. Индиго это какой-то из старых запасов белых ночей. У них еще такие кюветки страшненькие, полупрозрачные. Ну, это, в общем, не принципиально на самом деле. В данном случае вам нужно просто взять какой-то синий, который вам нравится, какой-нибудь такой вот не светлый. И что-то из темных оттенков. Это либо индиго, либо серая пейна, либо, может быть, нейтрал тинт, либо смешать любой черный с синим. И тоже, в общем-то, получится у вас то, что нужно. Ну, просто смысл того, что внизу у нас вроде бы как глубоко, вот, соответственно, нижняя часть у нас должна быть более темная. Значит, здесь такой момент, смотрите, у нас разделяется кусок неба и кусок воды как бы такой границей. И вот мы сейчас по
покрываем синим пигментом, чуть-чуть не доходя до границы, потому что в этом месте она у нас, эта граница, как бы немножко светится. И поэтому мы там делаем, грубо говоря, такое мягкое касание свечением. Потом еще поиграемся с этой зоной. Вот. Но имейте в виду, что мы там делаем не до конца. Вот если вы увидите, там есть карандашная полоска, и я до нее чуть-чуть не дохожу. Вот. Пытаюсь уплотнять, уплотнять, уплотнять. Потому что действительно очень много сюда ушло пигмента. И для того, чтобы именно набрать тон как следует, вот именно такой вот прям густой воды, густой синей воды глубины. После того, как я наношу пигмент, я немножко покачиваю холст в разные стороны, могу даже немножко задержать его в каком-то определенном положении, вверх, вниз, справа, лево. Это для того, чтобы пигмент у нас сейчас на бумаге достаточно мобильный за счет большого количества воды. И поворотами мы его распределяем более ровно, и, соответственно, будет смотреться это более красиво, равномерно. В общем, будет приятно на это смотреть, это не будет выглядеть какой-то полосатой мазнёй. Вот. Потому что кисточка все равно... Вот, кисточка у меня сейчас в руках. Это имитация белки Эко. Это тоже кисть на заказ у того же мастера. Мастер кисти 37. Это реклама. Просто мне они нравятся. И я, в общем-то, на самом деле, наверное, даже рада поделиться находкой. Вот так вот это лучше назвать. Вот. Потому что за те деньги, за которые я эти кисти купила, ну, это надо прямо вот их прям много делать, чтобы разбогатеть, наверное. Вот. Ну, а чтобы еще и за рекламу платить, то да, они, наверное, еще дороже должны стоить. В общем, на самом деле, по факту это синтетическая кисть, но с, в общем-то, такими свойствами небольшими белки. При этом вот она имеет определенную упругость, и воды при этом берет, и управляемость. То есть вот у меня это... Вот мы с этой кистью сошлись, что называется. У меня таких еще есть несколько разных размеров. Вот в данном случае это номер 5. Наверное, номер 5 у меня она прям самая любимая, она у меня самая старая. Она у меня уже год. Вот. И до сих пор ей пользуюсь, до сих пор я, собственно, ее очень люблю. Вот, кончик у нее достаточно рабочий, если говорить о пятерке. То есть, да, конечно, она со временем, наверное, будет совсем еще хуже и хуже, ну, потому что не существует вечных вещей. Вот. Но с учетом того, что она у меня год используется, я считаю, это хорошо. Вот, собственно говоря, я верчу-кручу, что называется, запутать хочу. Это именно для того, чтобы наш вот этот вот пигмент перераспределился. Смотрите, вот на уголке и вообще под холстом, под планшетом много натекло, собственно говоря, уже этой жижи с пигментом. Именно потому, что на бумаге действительно его очень много. Воды, пигмент, и он перетекает, растекается, действительно хорошо распределяется ровно, и на это, собственно, будет потом приятно смотреть, а не на полосатую замазку. Вот, ну, как всегда, где-то я увидела что-то неровное, опять надо понаклонять, так, сяк, эдак. Значит, здесь такой момент, так как мы рисуем мок смачиванием с двух сторон, то сейчас этот пигмент, несмотря на то, что он был нанесен очень густо, он все равно малость просядет. Бумага, кстати, это баахонка обычная, вот, 100% хлопок, она не очень ест цвет, но так или иначе при смачивании с двух сторон цвет всегда сильно проседает. То, что нам кажется в мокром виде ярким, при высыхании, конечно, тускнеет. Поэтому я решила сначала сделать нижнюю часть, а потом уже рисовать верхнюю часть, то есть наше отражение неба. С одной стороны, я просто даю себе возможность, пока я рисую верхнюю часть, чтобы высохла нижняя, и заново ее сделать. С другой стороны, конечно, лучше высушивать все-таки нижнюю часть, потому что я человек увлекающийся, я начинаю цеплять эти мокрые части, вы потом увидите, я их все-таки немножко зацепила. Это, правда, оказалось не фатально, но так или иначе, либо мы пользуемся муштабелем, либо мы ждем полного высыхания. Вот здесь я чуть-чуть подсушила, но не настолько, чтобы вот
поверхность перестала повреждаться от прикосновения. Значит, сейчас у меня в руках тоже белка эко, только размер чуть поменьше, насколько я помню, это 3. Вот, я пытаюсь смочить верхнюю часть, и на границе, собственно говоря, с нашей вот этой темно-синей толщей воды, я там в итоге пущу немножко водички, чтобы она чуть-чуть вытеснила пигмент, который еще не до конца высох. Вот, чтобы в этом месте такой вот у воды получилась вот такая полоска светящаяся. Потом на готовой работе можете увидеть, мне кажется, моя затея удалась. Вот. А тот кусочек, который мы сейчас смачиваем, там я имела, не знаю, я решила, что с маской будет лучше. И я там нанесла какие-то хаотичные точки, какие-то линии прерывистые, еще что-то такое. В общем, какие-то как вот вода, что называется, играет, просвечивает. Ну вот в идеале, в мыслях это всегда получается хорошо. Когда снимаешь маску, получаешь, блин, что за фигня. Вот, примерно так же у меня получилось, но мы в конце это все дело исправим. Кстати говоря, результат мне даже понравился. Хотя, если честно, я думала, что сейчас буду брать в руки очень активно белила и буду что-то вот прям активно делать. Вот. Ну, собственно говоря, начинаем наносить вот эту вот переливающуюся воду, блики, отражения и так далее. В руках у меня сейчас кисть, которую я купила, собственно, у того же мастера, как кисть ластик. Нет, у меня есть кисти разных производителей, на самом деле. Но так или иначе, я заказывала какие-то свои любимые, естественно, я не пользуюсь. Значит, это кисть ластик. Как ластик, она мне не нравится. Она, хоть и написано, что сделана из жесткой синтетики, на самом деле синтетика там не настолько уж и жесткая. Тот же Pinex Creative с бордовой ручкой, он значительно более жесткий, и даже не в обрезанном виде он работает ластиком значительно лучше, чем эти кисти. Чем мне нравятся вот эти якобы ластики, я им просто рисую. То есть это кисть, которая набирает много пигмента, очень мало воды, и при этом этот пигмент, нанесенный на достаточно влажную заливку, я как, собственно, новичок еще не до конца научилась контролировать эту влажность, оно не так сильно растекается и дает мне возможность, что называется, вот эти вот потом мои расплывающиеся мазки не ловить, не собирать по всей бумаге, по всему планшету, а вот более, что называется, удобно пока для меня. То есть вот это как бы жесткая синтетика. Вот. Опять же, что-то подобное можно купить у любого производителя. Я думаю, что такие кисти будут стоить там не более 100 рублей. Вот. Это если там тоже Vista Artista, Pinex, там, я не знаю. Вот. Я считаю, что покупать здесь что-то супер дорогое нет смысла, потому что кисть наипростейшая. И, в общем, на самом деле сноса им нету практически. Вот. Очень удобная штука, можно сказать, мое ноу-хау, рекомендую. Я волны люблю рисовать этими жесткими кистями. Вот. Когда бумага уже почти сухая, то на эту кисть можно взять настолько мало воды, что фактически ты как бы растираешь эту краску по бумаге, и у тебя нету вот этих вот звезд водяных, которые расплываются уже на подсыхающей бумаге. Ну, то есть вообще на самом деле штука удобная. Рекомендую попробовать. Я думаю, что дома у вас, может быть, что-то есть такое. Поэтому есть смысл. Собственно, что здесь я пытаюсь сделать? Я пытаюсь нарисовать вот это бликование воды. Оно у нас, естественно, разноцветное. Оно не бывает какого-то одного. Тут должно быть и светлые зоны, и темные зоны. Это в данном случае у меня будут темно-синие. И какие-то отцветы от нашего кита, возможно. У него там на спине что-то полосатое. Я на референсе увидела что-то коричневато-красное. Я туда попыталась добавить сепию, я попыталась добавить немножко сиены жженой, внизу чуть-чуть краплака красного. Ну а так самый вот этот основной темный, это все-таки прусский синий. Кое-где я немножечко даже изумрудного там добавила. Вот, но пока еще, по-моему, мы не дошли до этого места. По кромке вот этой вот неба
просвечивающего. Насколько я помню, я добавляла еще немножечко изумрудного. Все-таки в воде этого всего много цвета. И как бы вот в монохроме, в гризале можно рисовать, но в данном случае, если мы не пытаемся именно сделать работу гризаль, то надо применять множество разных цветов. Это разнообразит, конечно, работу, вот, но не увлекаться, иначе получится детская мазня, разноцветная чересчур. Вот. Не забываем, что у меня уже нанесена маска. Я все равно пытаюсь оставлять просвет, чтобы это как-то все было интересно. Поэтому, в общем, каждое движение — это поиск. Вот. Ну, с одной стороны, говорят, что говорить без умолку — это тоже плохо. Вот молчать я не знаю, не могу. То мне все время хочется что-то сказать. Вот, может быть, даже с чем-то поделиться. Вот, можете, кстати, обратить внимание, под нижним плавником, который закрашен маскировочной жидкостью, я уже ляпнулась. Но это мы сейчас момент будем убирать. Так, что я сейчас, почему я сейчас верчу планшет? Я добавила чуть-чуть воды вот на этой синтетической кисти, она мало воды имеет, я чуть-чуть, для того, чтобы она все еще вот вытеснила вот этот вот не просохший слой краски, чтобы у нас образовался вот этот вот такой вот светящийся край. Я уже много раз про него говорила, вот я все пытаюсь его вот довести до ума и сделать именно таким, каким мне хочется. Вот, вот граница отражающегося неба. Ее нужно сделать максимально четко здесь, ну, насколько это возможно, потому что на самом деле вот она как раз у нас будет с изумрудным тоном. Я его, во всяком случае, вижу на референсе. В этом месте достаточно жесткая граница. Не абсолютно, но достаточно жесткая. Вот такая тоже немножечко волнистая, переливистая. Там у нас не взлетно-посадочная полоса, поэтому все линии должны быть какими-то такими, немножечко с какими-то небольшими изгибами. Вот. Как всегда, я где-то что-то досмотрела, сразу я ничего не могу предусмотреть. Ага, мне не понравилось. Слишком мало темных тонов. Вот, собственно говоря, сейчас беру практически опять прусский синий из тюбика. И опять им пытаюсь затемнить вот это вот все. На самом деле правильно было сделано, потому что в конце вот это затемнение, оно как раз хорошо сыграло вкупе с бликами, которые вот маскировочной жидкостью были закрыты и так далее. И на контрасте это стало смотреться хорошо. На самом деле, когда я показывала свой рисунок мужу, я уже его выложила в Инстаграм, вот, но еще не смонтировала видео. Муж пришел с работы, я, естественно, вытащила сразу творчество свое на показ. И он сказал: так, а что это? Я говорю: ну как же, ты не видишь кит? Он говорит: нет, кита-то я вижу. Я говорю: ну? Он говорит: он что, в космосе? Он подумал, что вот эта часть, которую мы сейчас рисуем, вот это просвечивание воды, это планета. А кит в открытом космосе. А вот этот светящийся край — это атмосфера. Слушайте, на самом деле безумно похоже, поэтому будем называть, что это кит в космосе. Хотя на самом деле он под водой. Вот. Это к вопросу о том, что наши близкие, особенно те, которые не имеют отношения к рисованию, конечно, иногда имеют очень интересные ассоциации и отдельный, как сказать, момент наслаждения, удовольствия им это показывать и слышать их мнение. Вот. Так что нашу воду или небо, или планету вот мы пытаемся контрастными тонами уконтрастить. И вот я опять вернулась к краешку нашему, пытаюсь его сделать более четким. Вот. Сначала хотела убыстрить многие части видео здесь и во многих других местах, потому что я действительно очень долго иногда рисую.
Но кто-то мне сказал, что нет, не надо. Мы сами перемотаем, если нужно. Вот. Может быть, нам будет это интересно. Ну, окей. Поэтому тем, кому было интересно, слушают мою болтовню. Тем, кому было неинтересно, просто перематывают на скорости. Так, ну, собственно говоря, наша нижняя часть, как вы видите, практически подсохла. Я ее немножечко повредила, и цвет просел. Это достаточно хорошо видно. Мы ее смачиваем повторно. Причем, смотрите, мы сверху вот пальцами трогаем, если у нас поверхность по большому счету не пачкается, то есть достаточно такая сухенькая выглядит. Несмотря на то, что низ у нас еще все еще мокрый, то есть видите, вот я как положила лист, я его еще не поднимала, не сушила, ничего. Он еще приклеен именно водой. Вот. Можно смачивать, это абсолютно нормально. Вот. Единственное, что, конечно, на кисти немножечко пигмент чуть-чуть снимется, поэтому если у вас там какой-то не фон, а именно рисунок, то он может немного размазаться. Но если это именно вот такой вот сплошной цвет, то абсолютно ничего страшного, подумаешь, чуть-чуть там лишку снимете. Значит, наклоняла я планшет для того, чтобы слить излишек воды. Честно, ну, немножко перелила, поэтому немного туда еще вот его, что называется, сдаила. Ну и, собственно говоря, опять наношу тот же наш самый прусский синий. Кое-где будет индиго пониже, кое-где будет, соответственно, серая пена. Все по вашему желанию. Я, когда рисовала, я вот видела на референсе прусский синий. Когда я уже начала это все смотреть как-то на телефоне, я рисую с экрана монитора. Иногда смотрю на телефоне, иногда смотрю вот уже, когда выложила на телефоне в Инстаграме. Так вот, мне показалось, что все-таки в море есть бирюзовый цвет. Ну, уже поздно было что-то менять, да и, в общем-то, на самом деле результат меня устроил. Вот. Что, какой конкретно цвет увидите вы, это лично ваше восприятие. Вот, вы можете не увидеть бирюзовый цвет, можете не увидеть прусский синий, вы можете увидеть какой-то третий цвет. Может быть, вы увидите прусский синий, но вы захотите сделать море бирюзовым. Я считаю, что это тоже нормально. То есть, ну, и, как говорят настоящие художники на мастер-классах, здесь вы, что вы считаете нужным, так вы и делаете. Какой цвет вы считаете нужным здесь заложить, таким вы и закладываете. То есть я с ними абсолютно солидарна. Это не фотография, где ты не можешь ничего изменить. Вот, максимум ты можешь там сделать со вспышкой, без вспышки, опять же, можешь влиять на картинку. Ну, а здесь уж сам Бог велел на нее повлиять. Значит, здесь я опять вот залила, достаточно уже здесь быстро у меня получилось. Я наклонила планшет. Вот, по-моему, у меня даже там сейчас, то ли подставлю, у меня есть скотч, который я иногда подставляю, чтобы подольше подержать работу. На самом деле долго сильно держать не надо. Так, туда-сюда, в одну, в другую сторону чуть покачала. И, в общем-то, краска уже распределится. Вот, кстати, к вопросу об этом плавничке. Вот он маленький, так вот мешался бы он при заливке, поэтому все-таки вот не зря я его закрыла. Вот. Он дал мне, как сказать, большую свободу действий и облегчил немножечко. Вот сейчас вот у меня скотч я подставила. Я думала, что буду долго держать. На самом деле, чуть-чуть совсем подержала. Желтый блик внизу. Это я пыталась улучшить свое освещение. Забрала у мужа лампу с теплым цветом. И вот он мне в тех местах, где освещал, давал такую бронзу. А белые блики дает моя бестеневая лампа. В общем, лампу мужа, судя по всему, придется отложить, потому что, конечно, вот такая бронза на мокром пигменте может ввести в заблуждение, особенно если ты где-то рисуешь. Так, ну, собственно говоря, я здесь немножечко вырезала процесс просушки. Вы можете подождать естественным образом, можете высушить феном. Я делала и то, и другое. Соответственно, вот. Теперь я могу смело дотрагиваться рукой, и, в общем-то, по большому счету ничего не будет. Вот, единственный момент, вот смотрите, на видео мой фон все равно какой-то, ну, пятнистый. Я не знаю, в чем тут проблема, может быть, проблема съемки и прочее. Честно, глазами я эту пятнистость так не вижу.
Я ее вообще так не вижу. Может быть, действительно проблема то, что очень сильное освещение здесь. Вот. Причем очень такое вот жесткое. Не мягкое, а жесткое. На фотографии это тоже ушло. Если вы думаете, что я для Инстаграма конкретно эту фотографию... Да, бывает, что я немножечко могу затемнить, еще что-то такое, потому что не всегда фото получается таким, каким я вижу работу. Поэтому приходится корректировать именно под то, что я вижу. Не улучшать, хотя, конечно, и иногда и так хочется, а именно довести фотографию до состояния того, что я вижу вживую. Так вот здесь мне практически ничего не приходилось доводить нигде. То есть, только обрезала по краям, и все. Вот, никаких затемнений и прочего делать не пришлось, потому что если вы посмотрите, вот низ, он такой достаточно темный. Если его утемнить, то он просто уже в в антрацит превратится. Вот. Сейчас я смочила плавничок наш. Вот видите, краешек плавничка, он сейчас такой, как будто вот красно-оранжевый бронзит. Это не бронзит, это лампа. Эта лампа, на самом деле, он серенький. Простите меня, пожалуйста, но это мое второе видео, мой опыт уже практически. Я учту эту ошибку. Плавничок, на самом деле, забегая вперед, скажу, что я его затемняла второй раз. Более того, я бы его затемнила и в третий. Потому что потом, когда я опять смотрела на референсы, сравнивала свой рисунок и референс, я поняла, что все-таки плавничок я не дотемнила. То есть верхняя часть должна быть, да, действительно очень светлая, а вот нижняя значительно более темная, и серединка должна быть тоже значительно более темная. Вот эту ошибку я бы вам предложила учесть сразу. Вот. Соответственно, я опять беру вот эту нашу жесткую синтетику, кисть пластик, маленькая тоненькая кисть. Слушай, честное слово, моя любимая стала. У меня их две, там каждая стоила 50 и 40 рублей, по-моему. В общем, совсем не те деньги, о которых надо плакать, если даже бы мне эта кисть не понравилась. Но они мне реально нравятся, я ими реально пользуюсь. То есть вот так вот. Это опять у нас белка эко, просто небольшой размер. Здесь я пытаюсь как-то воспроизвести рельеф, расцветку этого плавничка и так далее. Сейчас я сделала такой финт ушами. Я просто подула на нижнюю часть вот этой вот темной заливки, чтобы ее отогнать немножечко от края внутрь плавника. К середине, вернее, плавника. Вот поэтому надо было, конечно, наверное, нагнуться над камерой или как-то, я не знаю, в трубочку дуть, чтобы было понятно, что я дую. Но я просто объяснила, что я сделала. Я немножко выдохнула. Здесь я пытаюсь нарисовать пупырышки. Здесь сиена жженая. Низ плавничка был, собственно говоря, серая пена. Вот. Кое-где там прибавится немножко сепия. Они такие должны быть немножко теплые, немножко с коричневинкой какой-то. Можно и вандик сделать, и еще какой-то другой цвет, опять же, как вы видите. Вот, я думаю, что это здесь не очень принципиально. Пытаюсь смотреть на референс, пытаюсь повторить вот эту вот бугристую его плавничок, лапку, можно сказать. Вот, и чтобы она похожа была на натуральную. Немножко давай отдохнуть. На самом деле, эта запись тоже чуть-чуть ускоренная. Буквально там процентов на 20, на 30. Для того, чтобы действительно у меня некоторые движения настолько неспешные, может быть, это действительно не очень интересно наблюдать.
Хотя, казалось бы, я вот так себя чувствую стремительным таким человеком. Но когда я смотрю за собой, понимаю, что все очень-очень медленно. И вот то, что я чуть-чуть ускорила, это дает возможность вам не заснуть. Все-таки есть какая-то динамика. Вот, немножко укоротить видео. И при этом, в общем-то, вы видите все движения, которые я совершаю. И это, я надеюсь, не страдает качество. Вот. Замедлять. Ну, некуда замедлять уже, не так все медленно. Вот я вообще люблю смотреть мастер-классы в ускорении, потому что редко, когда мне нужно наблюдать за каждым мазком преподавателя, ускорение в 2 раза дает возможность все как следует рассмотреть, услышать голос, достаточно понимает, ну, хорошо понимаешь его, и при этом быстрее понять, что и да как. Я посушила феном плавничок, и мы переходим, собственно, к тельцу. Нет, до тельца мы еще не дошли. Сзади у нас есть какой-то кусочек хвостика, кусочек хвостового плавничка. Он так вылез. Я его покрываю серым цветом, а посередине нанесу более темный. Таким образом мы дадим ему объем. В всяком случае, вот на референсе я вижу почему-то, что у него по краям более светлые блики, а посерединке у него более темные. Вот. Ну, такой маленький элемент. Ну, мы же за реалистичность, поэтому надо рисовать от и до все везде. Посушили плавничок. Теперь будет все-таки тельце. Сейчас будем тельце рисовать. Сначала мы его смочим. Аккуратненько по контуру. Если вы заехали чуть-чуть на вот эту темную заливку, на самом деле можно особо даже и не промакивать. Потому что если это естественным образом вот нормально высохнет, то ничего не будет видно. Другой вопрос, что если вы заливаете каким-то очень темным тоном, то, соответственно, этот цвет вылезет за пределы нашей фигуры кита, попадет на темную заливку, там будет наслоение 2 тонов, и это будет не очень красиво. Поэтому имейте в виду, если у вас какая-то очень светлая заливка, ну, можете особо не париться, потому что у меня здесь во многих местах я заехала, и, в общем-то, так и оставила нормально. На итоговой работе этих полосок вообще не видно. Главное не оставлять белых краев, вот этих вот белых кусков. Потому что вот это как раз некрасиво смотрится, когда не докрашено. Пытаемся, собственно говоря, нашего кита как следует смочить. Видите, у меня тут даже этот процесс занимает достаточно много времени. Так, здесь все банально, здесь серая пена. Единственное, что я так понимаю, что у меня периодически где-то подмешивается то ли индиго, то ли прусский синий, поэтому периодически этот цвет у меня бывает с небольшой синевой, хотя брюшко, опять же, нашего кита, оно тоже не абсолютно вот, это не монохром серый, там есть и бирюзовый отцвет моря, глубины воды, да, и синий. Вот, мне кажется, там даже и красненький где-то есть, вот такой нежненький. Поэтому абсолютно не страшно, если попадет какой-то другой цвет. Вообще, есть художники, которые обожают смешивать цвета до упаду. Вот только чтобы не из кюветки, вот только чтобы он был не такой. Хотя сейчас такое безумное количество цветов, то есть у каждого производителя их там как минимум больше сотни зачастую. И я про профессиональные краски. Получается, что мы уже и так имеем около, там, я не знаю, там 100 с лишним цветов, да? И пытаться сделать из них, причем, если сложить всех производителей разных, то там вообще там за 1000 будет, да, этих разных цветов. Они все чуть-чуть, но разные, правильно ведь? И поэтому
пытаться упираться как-то вот все только не чистый цвет, но это как бы странно, да? Ну, либо это какая-то любовь к искусству, что называется, смешивать. Ну, либо, не знаю, я иногда смешиваю, иногда беру прямо из кюветки, вот, из тюбика. Вот. Все зависит от моего настроения, от того, какой цвет в итоге вот я вижу. Вот так вот. Просто я слышала очень часто на мастер-классах, некоторые художники говорят, нет, вот цвет из кюветки, вот чистый, ну, совсем нельзя, ну как же так, вот давайте сейчас мы его, как говорится, замешаем. Вот. Также слышала тоже от художников профессиональных, говорит, ну, говорит, я хорошо отношусь к этому, взяла из кюветки, нравится, подходит, почему бы и нет, зачем, значит, вроде того изгаляться. Вот сейчас у меня на смоченном тельце кита. Я пытаюсь нанести какие-то более темные участки. Вот его, как бы вот эти вот, где-то это изгибы тела, где-то это просто затемнение вот на шкурке. Вот, где-то должны быть оставаться белые блики и так далее. Но, в общем, процесс у меня тут такой тяжелый, потому что я опять не дотемнела, и я впоследствии буду еще дотемнять. И сразу опять скажу, я бы еще бы дотемнила после. Этого нет на мастер, ну, на моем видео, но и на моем рисунке я бы, наверное, все-таки дотемнила бы финально. Поэтому вот этот момент тоже учтите. Вот оно сейчас вроде бы хорошо так по цвету, а нанесутся полосочки, и вот эта вот тональность, она практически уйдет. Кстати, чем хороши еще вот эти белки эко, синтетика, тем, что как белка, конечно, она пигмент не выбирает, но тоже очень неплохо его выбирает. Ну, на самом деле, даже обычная синтетика пигмент умеет выбирать. Вот, а уж синтетика, которая косит под белку, тем более. Ну вот она выбирает его очень так вот деликатно. Мне это нравится. Это я сейчас вношу бирюзовый, потому что на брюшке есть бирюзовый. Опять же, я его мало внесла. Мне кажется, что здесь вроде бы достаточно, на самом деле надо погуще. Вот, то есть, наверное, все с опытом вот приходит, когда ты видишь, вроде внесла. На финальной работе ощущение, что этого бирюзового вообще нету. То есть его нужно вносить больше. Вот. И все-таки я настаиваю на том, что вот та бумага, которую сейчас рисую, это Баохонг. И я не могу сказать, что он как-то дико ест цвет. Да, но он все-таки проваливается. Или же он просто тускнеет при высыхании, что угодно. Вот смотрите, мы подсушили, и, в общем, по большому счету, бирюзовый уже слился с серым, его уже практически не видно. Вот. А сейчас мы будем рисовать эти полосочки. Я сейчас беру, можно взять серую пену, можно взять индиго. Так, мы начали с глазика. Вспомнила, сейчас мы начали с глазика. Мы, наверное, сначала сотрем маску. Маска у меня есть вот здесь на носике немножко. На плавнике. Пальцем я заехала, палец, видать, у меня был влажный. И я испачкалась в синем. У меня стал плавничок синиться при стирании. Соответственно, чтобы такого не было, можно вот взять салфетку и салфеткой дотереть, чтобы уже этот плавничок не загрязнять. Вот. А также снимаю маску. Вот это вот наша какая-то через полосица там была нанесена. Это вот наше отражение неба, просвечивающее небо или планета Земля наша. А кит в космосе. Маску сняли, маску сбросили с рисунка. Видите, у меня уже рисунок туда-сюда прыгает, он уже полностью высох, пока мы все делали. Вот, но сразу говорю, я его досушивала. То есть он не сам по себе высох, это я его досушила за кадром. Вот, это я немножечко смочила и объединила, хочу объединить вот это белое пятно со всем тельцем кита. У меня есть настоящий кисть-пластик, это Херент. Он действительно очень жесткий, это шестерка, обожаю его, очень удобный, хотя у меня есть другие самодельные, тоже очень удобные.
Вот он действительно пигмент снимает на ура. И вот он там, синтетика, она жесткая-жесткая, как проволочки. Вот он реально как будто бумагу царапает. Он ее не трет, не протирает, он ее вот нежно царапает. Вот так вот. Значит, сейчас у меня Black Velvet, двоечка, но на самом деле, если по миллиметрам, это, наверное, 1 миллиметр кисточка, то есть достаточно маленькая для детализации. Там тоже какая-то тема то ли с имитацией белки, то ли имитация белки с белкой, то ли там что-то в этом роде. Я, честно говоря, когда покупала, я это хорошо помнила, сейчас забыла. Смысл в том, что это точно не чистая белка, но что-то беличье. Я тоже очень люблю эту кисть, но она достаточно дорого стоит по сравнению с теми же вот белкой эко, то, что я заказываю. А по какому-то своему качеству и прочее, вот какой-то дикой разницы я не вижу. Да, она, конечно, есть, но вот дикой разницы я не вижу. Поэтому, когда мне нужна тонкая кисточка, в данном случае можно назвать даже единичкой, хотя вот я говорю, у нее на ручке написано двойка, то я беру вот эту кисточку. Если мне нужно потолще, то я беру белку эко свою уже, которую сделала мне мастер делал на заказ, но они там стоят там что-то 100 с лишним рублей или что-то в этом роде. То есть, они недорогие, может быть, даже где-то и дешевле. Надо посмотреть. Сейчас я рисую полосы. Это не самый темный цвет, это такой разбавленная серая пейна. Не очень сильно, но достаточно разбавленно делаю полоски. Почему именно разбавленные? Потому что я хочу создать какую-то небольшую трехмерность. То есть это какие-то будут переливы, что называется, цвета. У меня полоски, я их потом снизу подчеркну более темным. То есть для этого мне нужна возможность, чтобы у меня был более темный цвет. Сверху, может быть, где-то более светлым выделю. Ну, еще плюс мы там потом поработаем кистью ластиком. Тоже, что называется, чтобы вот эти вот наши полоски, они имели какой-то определенный объем. Вот сейчас, по-моему, я уже там пытаюсь подводить, но смысл. Вот вы нанесли полоску, и вы ее снизу немножечко как бы подводите, чтобы она стала вот более объемной. Потому что, я не знаю, видно это или нет, потому что где-то у меня я взяла хороший тон, он действительно подвел, где-то он высох и практически слился с предыдущей полоской, поэтому имейте это в виду. В данной ситуации я рисую полоски и их подвожу более темным цветом, более темным тоном, тем же самым, естественно. Вот. Полосочки это надолго уж, извините. Но следить за моими полосками вам сейчас придется очень долго. Может быть, этот момент тоже надо было ускорить, я не знаю. Если вы имеете какое-то мнение, неважно какое, главное, что оно ваше, выскажите мне его в комментариях. Вот мне это будет интересно. Во всяком случае, мы можем собрать собирательное мнение. Если большинство скажут, что вот ты начала рисовать полоски, ты прокомментировала, и, в общем, давай ускоряй, что тут на них смотреть, то я так и сделаю. Если хотя бы часть людей скажет, нет, мне это все интересно, ни в коем случае никаких ускорений, конечно, лучше оставить. В конце концов, вы всегда можете ускорить вручную, правильно? В общем, наслаждаемся и смотрим наши полоски. Я их нанесла, собственно говоря, заранее. Я вообще люблю наносить что-либо заранее, потому как иногда карандашный рисунок у меня занимает достаточно много времени, чтобы вот эти вот изгибы сформировать и так далее. Если их делать не сразу, вот для меня лично, да, а постфактум, я могу забыть о том, что вот здесь вот у кита брюшко как бы вминалось. Соответственно, линия должна сделать такой вот изгиб. Просто банально запутаюсь. Вот. Иногда, знаете, свои мозги хочется сравнить с процессором. И вот, знаете, моему мозгу иногда оперативной памяти вот реально не хватает. То есть следить и за этим, и за этим, и за этим. Поэтому какие-то моменты вот в плане вот нарисовать заранее эти вот контуры, изгибы и полоски, это, наверное, вот помощь, чтобы не перегрузить свой процессор. Вот у вас, может быть, это как-то иначе происходит, я не знаю. Вот каждый по-своему это делает.
Вот здесь полосочки его где-то были волнистыми, я их тоже попыталась повторить именно волнистыми. Вот, может быть, не всегда имеет смысл наносить все полоски, потому что, ну, тоже это иногда двойная работа. Но задать какое-то направление, это однозначно. Вот это я сейчас пытаюсь пупыри нарисовать. Сейчас я нарисовала темным тоном как бы их основание. Вот. И там еще будет еще пару действий, я их прокомментирую позже, чтобы вот эти вот пупырышки, бородавочки на носу кита, они вот выглядели более реалистично. Ну, а мы продолжаем рисовать полосочки. Рисуем более светлым тоном, подводим снизу более черным, более темным тоном. Ну, вот, собственно говоря, сейчас, может быть, видно процесс этой подводки. Здесь достаточно неплохо выделился тон. Вот. Сейчас пока все выглядит это несколько неказисто, но в конце, мне кажется, эффект какой надо получился. Ну, продолжаем подводить. На самом деле самое сложное вот в этой вот работе это было держать относительно ровно лист бумаги, чтобы он как-то в камеру попадал, и то он у меня периодически съезжал. И вот, наверное, вы в кадре видите сейчас мои волосы. Это я пытаюсь приблизиться максимально, потому что мне так удобно. На самом деле съемка на камеру несколько даже хороша для художника. Я пыталась, все-таки периодами я пыталась сидеть ровно и не засовывать голову в объектив. И это хорошо однозначно для позвоночника. Вот сидеть ровно, а не сгорбившись. Я думаю, что очень многие люди, художники, да и не только, люди, которые приводят очень много времени в таком статическом положении, имеют проблемы с ну, естественно, не занимаются своим физическим здоровьем очень серьезно, там не ходят в спортзал регулярно, не делают какие-то упражнения. Это, здравствуй, проблемы со спиной, протрузии и так далее. Ну, я об этом тоже знаю не понаслышке, а потому что есть у меня даже делаю определенные упражнения, чтобы, собственно говоря, это все не болело и не, как сказать, не ухудшалось мое состояние. Упражнения на самом деле несложные, недолгие. Вот, но стало реально лучше. Продолжаем подводить. Здесь я еще раз решила затемнить некоторое количество тельца.
Где-то, по-моему, я сейчас тон буду дополнительно наносить. Ну, в общем, это опять все высохло, и ты понимаешь, ой, не хватает. Вот чем, собственно говоря, и приятно смотреть мастер-классы профессиональных художников, что они такие вещи учитывают. Либо они рисуют по второму разу, и поэтому могут уже точно сказать, либо это просто действительно опыт, вот, в что я тоже склонна верить. Но у них бывает, но не так часто. Они не тонируют одно место по 3 раза, так как я, допустим, это делаю. Я очень часто бывает, что ой, мало, надо еще, ой, мало, надо еще. Ну, вот, собственно говоря, сейчас я пытаюсь соединить эти полоски с дальней частью. Это даже, наверное, вот это вот пятно, оно как-то в спинку переходит. Вот, соответственно, соединяю брюшко со спинкой таким образом. Здесь я взяла чуть-чуть потемнее тон, и вот эту вот зону носика я затемняю, но обхожу при этом наши пупырышки так, чтобы на них оставались более светлые пятнышки посерединке, вот, чтобы они как бы выделялись на фоне этого носика, эти пупырышки, потому что их вершинки, этих пупырышков, бородавочек, оно будет более светлое. Вот, собственно, пытаюсь, опять же, добиваться этого объемного эффекта вот, путем затемнения основания, на котором эти пупырышки расположены, то бишь вот нос кита. Здесь мне показалось, что часть брюшка сзади, она не настолько большая, какая мне нужна. Вот это белое пятно слишком маленькое. Я его просто сейчас влажным кистеластиком потерла и увеличила немножко. Это у меня сейчас кисть-ластик была. Вот сейчас я попытаюсь вот этот впереди нарост какой-то белый. То ли это какая-то ракушка у него там выросла, то ли это какое-то анатомическое образование. Мне сложно сказать. Оно тоже имеет какую-то форму, объем снизу. Оно чуть-чуть имеет какую-то теневую часть. Вот, плюс оно такое какое-то несколько секционное. Пытаюсь его тоже как-то воспроизвести. Здесь я, ну, в общем, ненужное движение, его, наверное, не нужно за мной повторять. Это белая гуашь, которая была, в общем-то, разведена с небольшим количеством воды. Так вот, проблема, собственно говоря, белой гуаши, которая вот именно разведена чуть с водой, ты когда рисуешь, у тебя получаются белые полосы. Когда это высыхает, их вообще практически не видно. Поэтому вот сейчас я вроде рисую, опа, объем появился. Через буквально минуту, когда это высохнет, он опять почти пропадет. Поэтому если мы берем что-то вот белую гуашь, ее нужно вот буквально чуть-чуть воды, чтобы просто она, что называется, с кисточки вот слезала.
чтобы можно было как-то ей рисовать. А так, в общем-то, она практически моментально высыхает. Значит, смысл рисования этих пупырышков. Смотрите, низ основания у них более темная, серединка это какой-то промежуточный тон, сверху у них самая белая, самая яркая, бликующая часть, и посерединке между бликом и основанием есть еще черная точка. Таким образом получается вот такая рытвинка в этой бородавке, и она смотрится именно как на картинке. То есть посередине должна быть черная точка. Я их потом кое-где добавлю. Кое-где они у меня сейчас есть, а кое-где еще добавлю. Вот здесь какой-то определенный момент, насколько я помню, я там добавляю уже не разбавленный белой гуашью, ну, потом уже дойдем до белой гелевой ручки. Это самый в данной ситуации, наверное, удобный был момент, потому что нужно именно нанести точечно блики, и этого вот как раз черные точки в рытвинках я проставляю. И бородавки начинают выглядеть вот такими вот, почти как на фотографии. Вот. Глазик, наверное, тоже надо подправить. Наш маленький, но глазик всегда оживляет очень. Вот иногда бывает такое, что я рисую животных, и глаза рисую в самый последний момент. Вот рисуешь, и вот вообще непонятно, что рисуешь. Но как только нарисовал глаза, сразу все оживает. Это вообще фантастика такая, конечно, здорово. Поэтому, не знаю, в этот раз я решила глазик нарисовать в самом начале. Итак, мы добрались до плавничка. Плавничок у нас на дальнем плане. Он у нас имеет больше, он, во-первых, глубже, он имеет больше отражений от воды, и он должен быть более синюшным, более бирюзовым, но при этом иметь какой-то светлый оттенок. Здесь все то же самое, то есть по отношению к кита он тонально нормальный, но весь кит, и включая и тельцы, и плавнички, и все-все-все, они, конечно, светловаты. То есть я бы все затемнила в итоге еще чуть-чуть побольше. Здесь я наносила бирюзовый. Бирюзовому я добавляла немножко краплак красный. Они вместе дают такой интересный серый. При этом, что называется, он переливается, этот цвет немножко. Местами этот красный видно, местами бирюзовый, а местами серый. Получается очень интересный эффект, мне нравится. Ну, здесь затемнилась серая пейна, все просто. Вот, и у нас часть лапки, которая с левой стороны, она более темная, а вот это вот место ребристое такое, как, ну, будем считать, за пальчиками плавничка, оно более светлое. Соответственно, оно, наверное, ближе к нам, поэтому оно светлое, и, соответственно, мы вот эту дальнюю левую часть, мы ее должны чуть больше затемнить, а пальчики чуть-чуть более светлыми оставить. Тогда наш плавничок будет объемным. Ну и не забыть о том, что он все-таки бирюзовенький такой. Вот, не серый такой, как кит, а тон у него все-таки должен быть более синеватый.
Здесь я решила нарисовать небольшой рельеф. Есть тоже такие полосочки у основания плавника, какая-то такая шероховатость, неровность. Это можно сделать при помощи сухой кисти. Опять же, вот эти вот кисти из имитации белки, они тоже очень хорошо можно имитировать сухую кисть, если их положить более плашмя. Здесь я пытаюсь какие-то шрамы ему нарисовать на половничке. Это видно тоже на фото. Так понимаю, что это какие-то травмы кита в процессе его жизни. Вот. Ну вот, я не знаю, я очень... Это я наношу зеленый, меня... Сейчас я его немножечко погуще наношу. Я, собственно, опять затемняю плавничок. Я здесь увидела немножко зелени. И пытаюсь вот дотемнить, добавить какого-то цвета, тона. Вот. Ну а по поводу, собственно говоря, у меня такая рекламная акция имитации белки получилась. Вот. Я не очень люблю кисти из колонка. Я не знаю, почему у меня с ними не сложилось. Но вот как-то не сложилось. Вот мне кажется, что на самом деле белка эко для меня это какая-то замена колонка. То есть это уже не белка, это еще не синтетика. Вот, по жесткости. То есть, да, какое-то вот что-то колонковое. Но вот с колонком у меня как-то вот не заладилось. Колонок как-то вот должен, что ли, воды больше набрать, чтобы образовать эту острую вершинку. У меня он вечно распадается на метелку такую, мне это не нравится. В общем, колонок я не люблю. Вот, может быть, это на самом деле для кошелька очень даже полезно. Вот. Ну, это, опять же, попытка детонировать пузико кита. Вот, добавить ему цветов воды. В данном случае это бирюзовый. Конкретно этот бирюзовый это пигмент голубой PB15, не, PB16, простите. Это вот из новой линейки Pinex Extra, у них есть там такой пигмент. Он очень похож на обычный бирюзовый, который смесь PB15 и изумрудный PG7, PG7, да. То здесь вроде как один пигмент. На самом деле, по факту, не знаю, в чем вот удобство вот сказать, что ой, вот давайте все купим и будем пользоваться. Ну, не знаю, мне просто вот прикалывает, что раньше у меня бирюзовый был из 2 пигментов, а теперь вот он из одного. Вот, поэтому я им пользуюсь. Вот. Это у нас уже 3-е, по-моему, тонирование. Вот, и все равно я в итоге буду недовольна. Все равно мне будет казаться, что недостаточно мой кит затонирован. Вот. Это я все серой пейна тонирую. Серой пейна, возможно, где-то там и подмешалось немножко синего. А оранжевого и коричневого нет. Это, еще раз говорю, это у меня лампа такой блик дает. Желто-оранжево-коричневый. Так что не путайтесь. Лампу я эту больше использовать не буду, потому что она сбивает с толку. Каждый раз, если я буду комментировать, это неправильно. Нужно, чтобы цвета все на видео выглядели натуральными. Собственно говоря, сушим кита. И сейчас у нас, что называется, будет завершающая стадия. Это, наверное, самый такой финальный штрих, который добавит работе вот, живости окончательной и натуралистичности. Первый, значит, этап это я немножко гелевой белой ручкой, у меня в данном случае толщина 0,8, я подведу некоторые полоски сверху. Снизу мы их подводили черным, а я их подведу чуть сверху. Ну, вот мне так виделось. Хотя на контрасте, может быть, и снизу где-то надо было бы. Добавлю чуть-чуть бликов на бородавках на его. Вот. Но еще раз уточняю, я наношу вот эти вот белые полоски, добавляю не на всех полосках кита, а только на некоторых, вот как я вижу на фотографии, где они как будто бы есть, там и добавляю.
Соответственно, не надо его равномерно всего раскрашивать белыми полосками. Вот. По поводу гелевой ручки, это, по-моему, Sakura. Вот до этого я покупала гелевую ручку в Ашане. Я не знаю, 42 рубля или что-то в этом роде. У меня есть гелевая ручка из Ашана серебристого цвета, золотистого. Не знаю, зачем они мне накупила. И белая. Так вот, знаете, когда я купила в Ашане, у меня еще не было Сакуры. И вот иногда она то рисует, то не рисует. Тут бывает на такой момент, что она как будто бы перестает рисовать немножко белым. Так вот у Сакуры то же самое. Причем Сакура у меня, по-моему, 2 или 3. Вот все то же самое. Она то рисует, то не рисует. Только Сакура стоит там 100 с лишним или 200 рублей, не знаю, за ручку. Не помню, сколько она стоит, правда. Вот. Наверное, 100 с лишним. А в Ашане она стоит 42 рубля. Поэтому если у вас возникнет вот такая мысль, вот это лучше, хуже, ну, вот по мне лично без разницы. Следующую ручку я куплю в Ашане, если у меня это кончится. Единственное, что мне больше нравится ручка 0,8 миллиметров. Есть еще 0,5 и 0,3, по-моему. Вот этими редко пользуюсь. А вот какого размера ашановская, предположу, что все-таки 0,5. Но предположу, потому что точно не помню. Но она мне тоже нравится. Я имею в виду линии, которые она наносит. Размер, все это вот мне нравится. Смотрите, наш кит уже становится каким-то вот таким. Прям вот немножко полосатым. Это здесь я немножечко смягчаю переход вот этих полосок в спинку. Гелевая ручка очень хорошо размывается на самом деле водой. Это тоже хороший момент. И когда она еще не полностью высохла, то есть вы наносите, если пальцем немножко растереть, то вы немножко смягчите интенсивность. Тоже, кстати, очень удобно. Ну, это, наверное, действие, которое сделало основной эффект. Вот сейчас это достаточно такой вот интенсивный момент. Я протираю кистью ластиком прожилки между полосками. То есть таким образом я их сильно высветляю, ну, насколько это возможно. И получается как раз вот эта объемность, что вот эти вот уже получается это не полоски, а именно складки. Вот. Конечно, это можно было сделать по-мокрому, чтобы краска мягко расплывалась, и вот серединка светлая, это темная, но это еще не мой уровень мастерства. Я еще пока так не умею, поэтому кисть ластик мне в помощь, и вам тоже. Вот сейчас я, собственно говоря, это не быстрый процесс у меня будет. Вы досмотрите до конца, и вы увидите, насколько действительно сразу брюшко кита преображается. Вот еще раз говорю, кисть ластик, конкретно это у меня в фирме Herend. Если кому-то интересно, можно зайти в Инстаграм. У меня там где-то в раннем, наверное, где-то за декабрь месяц 2020 года есть пост про то, как этой кистью пользоваться. Есть даже небольшие видео, как сделать самостоятельно такую же кисть и так далее, где ее купить и так далее. Вот. Также там у меня этого нету, но аналогичная кисть ластик продается на Алиэкспресс. По-моему, Зутанг называются эти кисти. Если кому-то очень нужно будет, я, может быть, даже ссылку попробую поискать. Но это, наверное, надо как-то мне лично, что ли, написать. Я еще не разобралась. В общем, не могу сказать о их качестве, но они ужасно похожи на вот то, что у меня сейчас в руках фирмы Herend. Вот. И стоит в 2 раза дешевле, чем я покупала эту кисть в Москве. В Москве я шестерку вот эту, по-моему, за 600 рублей покупала. Или за 700, или 600. Ну, в общем, порядок цен, я думаю, понятен.
Вот, собственно говоря, практически мы закончили с вытиранием. Наше брюшко стало более складчатое. Немножечко где-то утемняю, возобновляю линии. Вот, как мне хочется. Потому что вот там вот внизу в самого брюшка там все-таки кое-где и потемнее. Побольше этих складочек, полосочек. Были полосочками, стали складочками. Вот опять же попробуем нарисовать шрамы на втором плавничке. Все время хочется сказать лапка, но это все-таки плавник. А лапка, наверное, знаете почему? Потому что она такая вот неровненькая, и потому что кит все-таки это не рыбка, а это у нас млекопитающее, хоть и плавает в воде. Дышит атмосферным воздухом, долго под водой находиться не может, как рыбы. Вот, я имею в виду жить под водой исключительно, то есть однозначно они поднимаются на поверхность, на поверхность воды и заглатывают новую порцию воздуха и какое-то время могут плавать внизу. Вот, внизу, в смысле, под водой. Вот. Сейчас это совсем заключительная часть. Собственно говоря, естественно, после снятия маски, мне не очень понравилось, как у меня получилась вот эта поверхность воды. И я буду растирать некоторые линии. Там у меня и точки, и линии. И кое-какие линии я буду делать тоже линиями, кое-какими точками. Я смачиваю кисластик в воде. Вот, и протираю им то, что вот я считаю нужным. Линию или точку, или какую-то вот такой вот блик. Получается очень, что называется, более мягко и более живо. Вот. Будет, правда, еще немножечко белой гуаши, но на самом деле не так много. Здесь у нас кит, когда заныривал с поверхности воды, вероятно, он как раз набирал новую порцию воздуха. Он немножечко взбудоражил море, и пузырьки воздуха проникли немножечко в море. Собственно, вот я их и пытаюсь изобразить таким образом. Здесь, простите, я немножко увлеклась, поэтому сдвинула лист. Вот. Вообще вот этот процесс работы ластиком такой достаточно экспрессивный. Вот. И иногда, нет, когда точечно, там все как-то аккуратно. Но здесь нужно вот потереть, промокнуть, потереть, промокнуть, потереть, промокнуть. И хочется это побыстрее сделать, потому что это такая рутина уже, кажется, уже к творчеству не так много имеет отношения, как бы хотелось. На самом деле, если вот вы смотрите, я не знаю, разбавление вот этих жестких бликов более мягкими, оно дает такой свой эффект. Действительно, вот эта поверхность воды становится более интересной, более живой.
извините, опять съехала моя картинка. Надо, конечно, пытаться за всем этим следить. В следующий раз я постараюсь аккуратнее быть. Ну, я думаю, что здесь принцип понятен. Вы не будете за мной повторять каждое движение. Здесь, в принципе, надо понять, что вот нам нужно какие-то моменты размыть. Сделать либо продолговатые блики, либо круглые. Как-то вот так вот разнообразить нашу поверхность воды. Значит, сейчас у меня в руках кисточка из щетины. Она круглая, и у нее, собственно говоря, вершинки фактически нет. Она как вот такая тычковая получается, кисть-тыкалка. И я ей такие вот наношу точечки белые, прям вот что называется чистой гуашью, практически не размоченной. Таким образом мы получаем вот эти вот брызги, они мелкие и там, где нам надо. Потому что если набрызг делать, то, конечно, все это нужно будет защищать, и плавничок защищать, и тельце, и само море. Вот. А здесь все-таки мы можем как-то это прицельно делать. Вот. В общем, я рисую, но вы этого не видите, увы. Кисть эта куплена тоже за какие-то очень смешные деньги, что-то там 30-40 рублей. Это школьная какая-то кисть, вот именно щетина школьная. Вот. Именно вот хороша вот какие-то делать вот такие вот точкования. Может быть, это и для листвы будет где-то хорошо, и для брызг. Вот. Уже почти закончила. Я вас поздравляю, что вы досмотрели это до конца. Вот. Сейчас я, наверное, даже опомнюсь и верну все на место. Вы увидите весь результат. Постараюсь выложить референс с ссылкой на первоисточник, чтобы не обижать автора.